Здравствуйте, любители порукодельничать! Сегодня я покажу, как сплести несложный браслет в технике макраме. Видишь веревки? Веревками можно не только связывать руки, но и плести из них различные узоры и предметы. Для этого браслета я выбрала красные нитки фирмы Египта. Стопроцентный египетский мерсеризованный хлопок. В этом мотке 50 грамм, 120 метров. Я пробовала веревочки из хлопка, синтетические веревочки и даже веревочки из пеньки, но больше всего мне нравятся веревочки из льна. Понадобится две нити. Одна 70 сантиметров длиной, вторая длиной 2 метра. Еще для браслета я выбрала вот такие бусины под жемчуг, крупные и мелкие. А это приспособление нити-протягиватель. Поможет быстро и аккуратно продеть нить через отверстие бусины. Вот так. Приступаю к работе. Беру нить 70 сантиметров длиной. Складываю пополам, вот середина. Теперь надо определить размер петли. Прикладываю большую бусину. Она не только будет украшать наш браслет, но и выполнять функцию пуговицы. Это длина петли. В этом месте делаю воздушную петлю. И фиксирую на английской булавке. Теперь беру нить длиной 2 метра, также ровно сложенную пополам. Прикладываю бусину и отмеряю 5 длин окружности бусины, так как расход рабочей нити больше основы примерно в 5 раз. Раз, два, три, 4 и 5. Делаю воздушную петлю и одеваю на булавку. Закрепляю узлы еще одной английской булавкой для надежности. И начинаю плести правосторонними узлами фриволите. Короткую нить беру в левую руку и слегка натягиваю. Это основа. Длинную, соответственно, в правую руку. Это рабочая нить. Рабочей нитью буду оплетать основу. Первый рабочий узел делаю поверх основной нити и протягиваю нить в создавшуюся петлю. Второй рабочий узел делаю под основной нитью и протягиваю через петлю. Получился первый узел фриволите. Плету цепочку до нужной длины, то есть до длины окружности бусины. Над основой, под основой. Перезаколю пониже булавку. Над основой, под основой. Сейчас проверю, достаточно ли сплела длину петли. Думаю, достаточно. Уйди не так. Здесь узелок. Расправь получше. Теперь затягивай. Интересно? Да пока как-то не очень. Ничего, ничего. Через 1000 веревочек тебя будет не оторвать от макраме. Убираю булавки. Распускаю воздушные петли. Беру цепочку-петельку и складываю пополам. Посередине фиксирую английской булавкой. Две короткие нити помещаю в середину. Это нити основы. Рабочие длинные нити остаются по краям. Начинаю плести основную часть браслета двойными плоскими узлами. Кладу правую рабочую нить поверх основных нитей. Левую рабочую нить провожу над правой рабочей нитью. Завожу под основные нити и продеваю через петлю, образованную правой рабочей нитью. Получился первый рабочий узел. Второй рабочий узел.
Кладу левую рабочую нить поверх основных нитей, а правую рабочую нить провожу над левой рабочей нитью. Завожу под основные нити и продеваю через петлю, образованную левой рабочей нитью. Получился двойной плоский узел. Правильность выполнения узла можно проверить образовавшейся галочкой со штрихом у основания. И продолжаю, чередуя. Сначала правую рабочую нить поверх основных нитей, затем левую рабочую нить поверх основных нитей. Я сплела 5 двойных плоских узлов, то есть 10 рабочих узлов. Сейчас начну украшать браслет жемчужными бусинами. Беру нитепротягиватель, нанизываю на него мелкую бусину. Одеваю бусинку на левую рабочую нить, вторую на правую рабочую нить. Плету дальше 5 двойных плоских узла. Раз, два, три, 4, 5. Теперь беру большую бусину и с помощью нитепротягивателя нанизываю на обе нити основы. И далее плету 5 двойных плоских узла. И так плету до нужной длины браслета, чередуя маленькие и большие бусины. Сплела нужную длину браслета. Нанизываю большую бусину на 2 нити основы и завязываю их простым узлом. Для того, чтобы бусина стала пуговицей, а узел выполнял функцию ножки пуговицы. И далее плету хвостик двойными плоскими узлами. Его также можно оформить мелкими бусинами. А сейчас закреплю хвостик армянским узлом. Беру в левую руку 3 нити, обвиваю их 4-й и сверху вниз продеваю через образовавшуюся петлю. Хорошо затягиваю. Для надежности плету 3 армянских узла. А теперь важный момент. Беру ножницы и обрезаю все лишнее. Вот такой браслет получился. Спасибо за просмотр. Наслаждайтесь творчеством и радуйте близких своими изделиями, сделанными с любовью. До новых встреч!